Что произошло в 66-й серии Кизылжик Шербети? К сожалению, любимый сериал завершился финалом сезона. Что произошло в этом эпизоде? Давайте вместе посмотрим на этот краткий обзор. Если вы расстроены, что сериал завершился, пожалуйста, поддержите нас лайком видео. Пембе была в шоке от правды, узнанной от Нилай. Они боятся, что эта ситуация приведет к плохим последствиям. Позже Пембе предупреждает Нилай скрыть правду, и они вместе идут в гостиную. Вся семья беседует. Абдулла упоминает, что Нилай устроила скандал в компании днем. Мустафа об этом не знал. Вся семья упрекает Нилай за это. Чтобы смягчить обстановку, Нилай старается успокоить всех. Фатих настаивает на матери по поводу Нилай в отсутствие Гёркема в гостиной. Пембе и Мустафа защищают ее. Нурсема и Рузгар становятся более смелыми в своих чувствах и хотят продолжать жить вместе. Они тайно встречаются и проводят время вместе. На утреннем завтраке семья снова собирается. Пембе предлагает Гёркему остаться дома и провести время с семьей, обещая мир. Гёркем соглашается. Кывыджим и Омер посещают госпожу Сёнмес и дарят ей поездку, чтобы отвлечь ее от происшествия с мошенничеством. Пембе и Нилай остаются наедине с Гёркемом дома. Пембе просит Нилай притвориться, что она не знает правду. Пембе идет в комнату Гёркема и говорит, что знает правду. Она выгоняет ее из дома, но Гёркем игнорирует ее предупреждение. Пембе показывает ей фотографию, что шокирует Гёркема. Гёркем отвергает угрозы и предупреждения, грубо говоря. Можешь рассказать кому угодно, но это ударит по твоему сыну и его дяде. Пембе потрясена услышанным. Гёркем продолжает угрожать. Если хочешь, чтобы твой сын оказался в тюрьме, а дядя погиб, делай, что хочешь. Она оклеветала Омера, что тот все еще преследует ее. Пембе не знает, что делать. Гёркем грубо выгоняет ее из комнаты. Гёркем устраивает истерику, повреждая вещи в доме, чтобы напугать Пембе. Пембе и Нилай в замешательстве, что делать дальше. Пембе хочет поговорить с Абдуллой и Омером о произошедшем. Гёркем звонит Омеру, чтобы сообщить о случившемся, но Омер отклоняет звонок и блокирует ее. Тем временем Фатих приходит в свою комнату и говорит несколько слов своему дяде. Он спрашивает, почему Гирай присутствует на дне рождения Кывылджима. Омер спокойно объясняет все Фатиху. Гёркем хочет игнорировать происходящее и заставить Пембе делать то же самое. Она разрабатывает планы для этого. Спустившись в гостиную, Гёркем ведет себя так, как будто ничего не произошло по отношению к Пембе и Нилай. Умут сообщает Алёв, что получил предложение на 3 месяца работы солистом в курортном месте, намекая на свой уход из сериала. Отношения Абдуллы и Алёв продолжаются. Пара больше не хочет скрывать свою любовь. Абдулла подготовил сюрприз для Алёв. Во время встречи он говорит ей, что расскажет всем правду и уйдет от Пембе. Нурсема просит у своего брата разрешения воспользоваться их яхтой, чтобы провести время с Рузгаром вдали от посторонних глаз. Мустафа соглашается на просьбу Нурсемы. Нурсема и Рузгар договариваются встретиться на яхте и переживают там трогательные моменты вместе. Пембе отправляется в холдинг Юнал, чтобы встретиться с Омером. Однако ни Омер, ни Абдулла не находятся на месте. Пембе решает ждать их в комнате сына, размышляя, правдивы ли обвинения Гёркем против Омера. Вопросы, которые она задает Фатиху, и полученные ответы заставляют Пембе поверить в слова Гёркем об Омере. Гёркем покупает дорогой и эффектный подарок своей свекрови Пембе, чтобы помириться с ней. Пембе сталкивается с Омером и его женой в коридоре холдинга. Она ведет себя холодно и враждебно по отношению к Омеру. Омер, не зная, что Пембе узнала правду, удивлен ее поведением. Гёркем дарит подарок Пембе на вечернем семейном собрании и предлагает мир. Пембе не может отрицательно отреагировать на этот жест, опасаясь разрушения семейного единства. Мустафа и Фатих также примиряются по этому поводу. Кывыджим и Омер обсуждают поведение Пембе, которое они заметили днем. Они думают, что Пембе обиделась, что ее не пригласили на их помолвку.
Из-за этого они планируют посетить дом семьи Юнал. Хотя кажется, что в семье Юнал настала спокойная обстановка, все только начинается. В семье снова царит мир. Абдулла и Пембе хотят увидеть своих внуков. Они просят Фатиха составить план на следующий день. Фатих связывается с Доа и договаривается забрать Джемре на следующий день. Пембе и Абдулла беседуют наедине. Пембе делает несколько намеков Абдулле, предлагая разорвать отношения с Омером в делах. Абдулла решительно отвергает ее предложение. На следующий день Омер, обеспокоенный поведением Пембе, обсуждает это с Абдуллой. Он предполагает, что это связано с тайными отношениями Абдуллы с Алеф. Омер сообщает Абдулле, что хочет посетить семью Юнал вместе с женой. Абдулла соглашается и сообщает жене, что Омер и Кывыджим придут на ужин. Алеф звонит Абдулле и предлагает встретиться вечером. Абдулла признается Алеф, что вечером запланирован семейный ужин и что после ужина он расскажет Пембе правду. Рузгар и Нурсема продолжают тайно встречаться. Они договариваются снова встретиться вечером. На этой встрече Рузгар планирует сделать предложение Нурсеме. В доме семьи Юнал идут приготовления к запланированному ужину. Фатих привозит домой свою дочь Джемре. Нурсема, которая пообещала встретиться с Рузгаром вечером, удивляется, узнав, что дома будет ужин. Ей удается получить разрешение от матери выйти из дома только после ужина. Герай и Доа проводят вместе приятное время. Герай делает некоторые признания. Он говорит Доа, что очень ее любит и никогда не причинит ей боль. Позже Доа уходит из дома Герая, чтобы забрать свою дочь Джемре. После того, как Герай провожает Доа, он начинает вести подозрительные разговоры с какой-то женщиной. Он говорит, что убедил Доа в своей искренности. Эти кадры напугали всех зрителей. Они наводят на мысль, что Герай на самом деле хочет навредить Доа и не является подходящим для нее человеком. Семьи собираются на ужин в доме семьи Юнал. Все вместе сидят в гостиной и беседуют. В доме царит напряженная атмосфера. Нурсема никак не может уйти из дома, чтобы встретиться с Рузгаром из-за семейного собрания. Пембе, которая очень взволнована, отказывается разрешить Нурсеме покинуть дом. Фатих недоволен тем, что Доа, которая пришла позже, встречается с Гераем. Сначала он резко отреагирует на Доа, затем на Кывыджим. Он обвиняет Доа в том, что она пренебрегает Джемре, встречаясь с Гераем. Омер предупреждает Фатиха за его слова. В ответ Пембе тоже резко предупреждает Омера. Омер и Абдулла не понимают, что происходит. Георким, вернувшись в комнату на короткое время, видит, что напряжение нарастает, и обвиняет в этом Нилай. Споры продолжаются между Нилай и Георким. Абдулла вмешивается и временно останавливает споры, также препятствуя Кывыджим и Омеру покинуть дом. Рузгар многократно пытается дозвониться до Нурсемы, но не может связаться с ней. Он начинает сомневаться в ее верности, так как она долго не приходит на место встречи. Алеф внезапно чувствует боль из-за своей беременности. Не получив ответа на свои звонки за помощью, она решает собрать вещи и уехать в Германию на купленном авиабилете. Георким задает Доа бестактный вопрос о том, как идут ее новые отношения. Доа смущается и отказывается отвечать. Перепалки в семье продолжаются. Кывыджим и ее семья готовятся покинуть дом. Однако Георким снова ведет себя бестактно. Она предлагает Фатиху, Гераю, Доа и себе собраться вместе. Эти слова злят Доа, и она отказывается от предложения. Георким снова упрекает Нилай. Доа говорит, что Герай никогда не захочет встречаться с Фатихом и Георким. Нилай не выдерживает и, как говорится, взрывается. Она заявляет, что Георким настолько бесстыдна, что спала с Гераем. Напряжение в семье резко возрастает. Георким нападает на Нилай. Пембе пытается заставить Нилай замолчать. Фатих призывает своего брата успокоить Нилай. В доме начинается переполох. Нилай продолжает нападать на Георким. Георким пытается наброситься на Нилай. Пембе строго предупреждает Георким. Нилай наконец признается всем, что Георким и Омер вместе. Члены семьи переживают шок. Фатих сильно злится на Нилай за ее слова, так как считает, что она клевещет на его жену.
Нилай показывает всем в доме фотографию, на которой Омер и Георгим целуются. Вся семья снова в шоке. Фатих потрясен увиденным. Брат и отец с трудом удерживают его. Фатих задает вопросы своей жене, угрожая ее убить. В доме царит хаос. Георгим заявляет, что в этом виноват не только он, но и его дядя. Он придумывает ложь, что Омер преследовал его. Внимание в доме сосредотачивается на Омере. Георгим обвиняет Омера в извращении. Омер говорит, что Георгим говорит ерунду и что их отношения начались до Фатиха. Это еще больше злит Фатиха, и он угрожает убить своего дядю. Воспользовавшись суматохой, Георгим убегает в свою комнату. Увидев, что его жена убежала, Фатих идет за ней. Мустафа также бежит за ним, чтобы остановить его. Георгим забегает в комнату и запирается. Фатих пытается ворваться внутрь. Внизу продолжаются споры. Пембе нападает на Омера и Кывыджим. Она говорит, что Омер специально женился на Кывыджим, потому что не мог забыть Георгим. Омер отрицает эти обвинения. В это время Абдулле становится плохо. Он посылает Мустафу, чтобы тот присмотрел за Фатихом. Абдулла, собравшись с силами, требует объяснения от Омера и нападает на него. Абдулла обвиняет Омера в аморальности. Омер предупреждает Абдуллу за его слова и просит его признаться в том, что он все еще встречается с Алев. Пембе в шоке от услышанного. Все члены семьи снова испытывают шок. «Расскажи, что ты собираешься развестись с женой, что вы живете раздельно», – кричит он своему брату. Абдулла ударяет Омера за его слова. Омер сходит с ума от происходящего. В это время Фатих, выбив дверь, врывается внутрь. Ваза, которую Георгим бросил, чтобы отбиться от Фатиха, попадает в Мустафу. Мустафа падает от удара. Фатих и Георгим в шоке. Омер, обезумев, набрасывается на брата. Он говорит, что не отвечает только потому, что брат старше. Нурсема пытается разнять драку, но Омер продолжает буйствовать. Пембе кричит «хватит» и просит всех разойтись. В этот момент кто-то падает из окна. Нилай кричит всем членам семьи. Кто-то упал. Все в шоке выбегают из дома. Выйдя из дома, они находят тело Георгим на земле. Георгим упала с балкона второго этажа на бетонное покрытие и лежит в крови. Как вы думаете, как Георгим упала? Возможно, Фатих столкнул ее с балкона. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк видео, чтобы поддержать нас.